Обратите внимание на свою руку с телефоном прямо сейчас. Голова наклонена вперед. Плечи чуть сведены. Локоть висит без опоры. Вы провели так наверняка не одну минуту, и если к вечеру ноет шея, тянет между лопаток, устают плечи, то это не просто усталость. Это счет, который тело выставляет за позу. В интернете об этом снимают страшилки. Телефон испортит вам осанку, текстовая шея, сгорбитесь к 40 годам. Я разберу это спокойно и честно. Я 30 лет работаю стоматологом, челюстно-лицевым хирургом и изучаю то, как все это связано с шеей. Я также занимаюсь научной и исследовательской работой. Вы можете спросить, при чем тут стоматолог? А при том, что все это одна система. Зубы, прикус, челюсть и то, как голова держится на шее, связаны напрямую. Когда вы уходите в телефон, происходят сразу три вещи. Голова наклоняется вперед, зубы незаметно смыкаются, вы стискиваете челюсть, сами того не замечая, и мышцы от челюсти до шеи начинают работать без отдыха. Стоматолог видит эту цепочку с той стороны, с которой ее обычно не показывают, со стороны рта. Поэтому мне есть что сказать про шею, осанку и телефон. И есть что развенчать. Часть мифов вокруг этой темы как раз про прикус. А сейчас нас ждет большой разбор. Что телефон реально делает с телом, что из этого доказано статистически, а что вам просто продают под видом заботы о здоровье. Я покажу, какие два разных груза вы можете путать, расскажу, как провести простые домашние проверки и укажу на то немногое, что действительно снижает боль. Сразу важное. Если боль в шее резкая, отдает в руку, немеют пальцы или боль появилась после травмы, это не про телефон, это к врачу. Все остальное разбираем. Первое, что нужно понять, телефон нагружает вас двумя совершенно разными способами, и их постоянно путают. Груз первый – на шею. Его создает не телефон, его создает ваша собственная голова. Голова взрослого весит примерно 4-5 килограммов. Пока она стоит ровно над плечами, шея держит ее почти без усилия. Вес идет вниз по оси через кости. Но стоит наклонить голову вперед, чтобы посмотреть в экран, и рычаг меняется. Чем ниже наклон, тем большую силу должны развивать мышцы задней поверхности шеи, чтобы голова не упала на грудь. Работает не телефон. Работает вес головы на наклоненной шее. Груз второй приходится на руку и плечо, а вот здесь уже участвует сам телефон. Когда вы держите телефон на весу, плечо и рука удерживают вес самой руки плюс вес аппарата. И вот что важно и неожиданно. Основную часть этой нагрузки создает не телефон, а вес вашей собственной поднятой руки. Сам аппарат – это лишь малая доля от общего усилия. По оценкам, телефон весит раз в 6 меньше, чем ваша рука ниже локтя. Это около 200 граммов против 1,5 килограммов в соотношении порядка 6 к 1. То есть рука взрослого человека перевешивает телефон в диапазоне от 6 до 14 раз. Поэтому спор «тяжелый телефон вреднее легкого» во многом лишен основания. Разница в 100 граммов почти ничего не меняет, когда вы на весу держите килограммы собственной руки. Запомните это разделение. Шею грузит вес головы при наклоне, руку – вес поднятой руки. Дальше мы увидим, что и лечится это по-разному. Теперь цифры, но с честной оговоркой. Есть известная расчетная модель 2014 года. Она оценивает, какая сила ложится на шею при разных углах наклона головы. По этой модели при прямой голове на шею приходится вес самой головы – около 5 килограммов. При наклоне на 15 градусов уже примерно 12. При 30 – около 18. А при сильном наклоне градусов на 60, когда вы буквально уткнулись в телефон на коленях, расчетная нагрузка доходит до 27 килограммов. 27 килограммов – это звучит пугающе, и именно эту цифру любят повторять в страшилках. Поэтому честно. Во-первых, это расчетная модель, а не то, что взвесили на живых людях. Во-вторых, тело к нагрузке приспособлено. Мышцы шеи для того и существуют, чтобы держать голову. Они справляются с этим весь день. Сама по себе большая цифра не означает вреда. Она означает одно. Чем сильнее и чем дольше наклон, тем больше работает шея без отдыха. Проблема не в мгновении.
Проблема в том, что этот наклон держится минутами и часами, без пауз. И вот к длительности мы еще вернемся, потому что именно она, а не угол, оказалась главным виновником. Прежде чем идти дальше, разберем самый живучий миф вокруг этой темы. Вы наверняка слышали: от телефона портится прикус, наклон головы смещает челюсть. Исправьте осанку, исправится смыкание зубов. Звучит логично. Голова связана с челюстью, челюсть с шеей, все в одной цепочке. Что говорит наука? Ее проверяли напрямую. В исследованиях, где людям меняли положение головы и осанку и смотрели, что происходит со смыканием зубов, значимых устойчивых изменений прикуса не нашли. Прикус – штука куда более стабильная, чем поза. Он не съезжает от того, что вы посидели пару часов, склонившись над экраном. Почему это важно сказать вслух? Потому что на этом мифе строят продажи. Если вам обещают исправить осанку через прикус или вылечить боль в шее, выровняв смыкание, спросите, на какие исследования вы опираетесь. Честный ответ науки здесь: прямой связи телефонная поза меняет прикус не доказано. А раз причина не в прикусе, то и решение не в нем. Решение в другом, и сейчас мы к нему подойдем. А теперь самое важное во всем разборе. Ради этого стоит досмотреть. Долгое время считалось, чем хуже угол наклона головы, тем сильнее будет болеть шея. Логично и интуитивно. Но когда это проверили на реальных людях, картина оказалась другой. В работе 2025 года ученые смотрели, что именно предсказывает боль в шее у людей, много пользующихся телефоном. И угол наклона головы сам по себе боль не предсказывал. А предсказывали две совсем другие вещи – плохой сон и мало движения. Вдумайтесь, не то, под каким углом вы держите голову, а то, высыпаетесь ли вы и двигаетесь ли в течение дня. Невыспавшаяся, малоподвижная шея болит чаще, чем шея человека, который просто не идеально сидит с телефоном, но спит и двигается. Это переворачивает весь подход. Годы нам продавали идею правильной позы. Сиди ровно, держи экран на уровне глаз, не наклоняй голову. И в этом есть здравое зерно. Но оказалось, что гоняться за идеальным углом значит бороться не с тем врагом. Настоящие рычаги – сон, движение, перерывы и опора. Не застыть в правильной позе, а не застывать вообще. Давайте перейдем от теории к вам. 4 простые проверки. Делайте прямо со мной. Проверка нулевая. Зеркало. Начнем с самой наглядной. Встаньте боком к зеркалу, спокойно, как стоите обычно, и посмотрите на себя краем глаза, не поправляясь. Где ваша голова относительно плеч? В идеале ухо находится примерно над серединой плеча, на одной вертикали. А теперь честно, у многих ухо заметно впереди плеча, голова как будто уехала вперед. Это и есть та самая привычка тянуться головой к экрану, застывшая в теле. Не пугайтесь цифр и градусов, просто запомните эту картинку. Мы вернемся к ней в конце. Ваша задача не встать идеально у зеркала, а научиться замечать, когда голова уехала вперед, и возвращать ее. Сфотографируйте себя сбоку сейчас и через месяц движения. Разница видна лучше любых слов. Проверка первая. Опора руки. Возьмите телефон, как обычно, на весу. Подержите так полминуты и прислушайтесь к плечу и предплечью. А теперь обоприте локоть о стол, о подлокотник, о вторую руку, о живот, все равно обо что. Почувствовали, как отпустило? Опора убирает из уравнения вес поднятой руки, тот самый главный груз. Это не мелочь для удобства, это самое сильное, что вы можете сделать для плеча прямо сейчас. Проверка вторая. Высота экрана и наклон. Обычно мы опускаем к телефону голову. Попробуйте наоборот. Поднимите телефон повыше, ближе к уровню глаз, а вниз опускайте не голову, а только взгляд. Глаза опустить вниз нетрудно, а вот голову держать наклоненной стоит шее дорого. Почувствуйте разницу. Голова стоит ровнее, шея работает меньше. Проверка третья. Время без паузы. Честно вспомните, когда вы последний раз вставали и меняли позу, пока сидели в телефоне. 5 минут назад? Час? Вот длительность без движения и есть главный фактор из прошлой главы. Не угол, время. Посчитайте, сколько из 4 пунктов у вас в минусе. Голова уехала вперед у зеркала. Рука без опоры. Голова наклонена к экрану. Давно не двигались. Чем больше, тем понятнее, откуда вечерняя боль. И вот здесь мысль, которая, может быть, снимет с вас лишнее чувство вины. Идеальной позы не существует.
Это не фигура речи. Специалисты по нагрузке все чаще формулируют так. Лучшая поза та, в которую вы перейдете следующий. Нет одного правильного положения, в котором надо застыть и сидеть. Любая, даже самая выверенная поза становится вредной, если держать ее без движения слишком долго. Вредит не поза, вредит неподвижность. Что из этого следует практически? Не гоняться за идеальным углом, а встраивать движение. Есть хороший образ – перекусы движением. Как перекус едой, только движением. Короткие всплески активности на 1-5 минут в течение дня. Встали, потянулись, покрутили плечами, прошлись до окна, снова сели. Это не спортзал, это просто регулярно прерывать неподвижность. Потому что мы разобрали, именно движение и сон, а не идеальная поза, реально берегут шею. Раз уж мы про телефон и тело, 2 слова про глаза, потому что и здесь много путаницы. Первое, что стоит знать, взгляд вниз не портит зрение. Более того, когда вы смотрите вниз, веко прикрывает глаз сильнее и поверхность меньше сохнет. Так что распространенный страх смотреть вниз вредно для глаз мимо. Что действительно нагружает глаза при работе с телефоном, это 2 других фактора. Близость экрана. Чем ближе вы подносите телефон к лицу, тем сильнее напрягается фокусировка. И длительность. Часы непрерывной близкой работы без пауз, когда мы забываем моргать и не даем глазу отдохнуть на дальних предметах. Отсюда и практика. Держать телефон не вплотную к лицу, а на комфортном расстоянии и время от времени переводить взгляд вдаль. И снова, как и с шеей, ключевое слово «перерыв». Не угол, не вредный взгляд вниз, а близость и время без пауз. Соберем то, что доказано работает, и то, что вам, наоборот, зря продает. Работает движение. Регулярно прерывать неподвижность – самое доказанное. Работает сон. Невыспавшаяся шея болит чаще. Работает опора руки. Она убирает главный груз с плеча. Работает подъем телефона к глазам вместо наклона головы. И работает то, что при стойкой боли в шее рекомендуют по-настоящему серьезные обзоры. Движение и упражнения. Обучение тому, как обращаться со своим телом. И, при необходимости, работа с руками специалиста. Простые, скучные, доказанные вещи. А теперь, чего опасаться? Опасайтесь готовых решений от осанки, которые обещают все исправить за вас. Корректоры осанки, которые стягивают плечи ремнями. Гаджеты, возвращающие голову. Обещание вылечить шею через прикус. Идея одна и та же, что где-то есть устройство или процедура, которая сделает работу вместо движения. Но по всему, что мы разобрали, работает не костыль, а то, что делаете вы. Двигаетесь, спите, опираете руку, поднимаете экран, не застываете. И, кстати, качать бицепс, чтобы легче держать телефон, тоже мимо. Телефон вверху удерживает плечо, а не бицепс. Вы просто выберете не тот рычаг. Давайте соберем все вместе. Телефон нагружает тело 2 разными грузами. Вес головы давит на шею при наклоне, вес поднятой руки на плечо. Пугающие килограммы из страшилок – это расчетная модель, а не приговор. Прикус от телефона не портится – это миф. А боль в шее предсказывает не угол наклона, а плохой сон и мало движения. Идеальной позы не существует. Лучшая та, в которую вы перейдете следующий. Поэтому сделайте сейчас не правильную позу, а простые вещи. Посмотрите на себя сбоку в зеркало. Обоприте руку, поднимите телефон к глазам и встаньте подвигаться. И высыпайтесь. Напишите в комментариях, сколько из 4 проверок у вас было в минусе. 0, 1, 2, 3 или все 4. По вашим ответам решу, что разбирать следующим. Подпишитесь на канал. Здесь я разбираю тело и здоровье как ученый. Что доказано, что спорно, а что вам просто продает. Без мифов и без страшилок. Двигайтесь больше. Жизнь в движении. И берегите себя. До встречи.